Представьте себе, 1917 год. Европа уже 3 года полыхает в огне Первой мировой. Империи работают на пределе, солдаты истощены до нельзя. Но все стороны конфликта все еще надеются на тот самый решающий прорыв. Все ждали, что именно этот год принесет победу. Но вышло, скажем так, все пошло совсем не по плану. Год оказался одним из самых парадоксальных и тяжелых за всю войну. Так в чем же дело? Был ли 1917 годом, когда все решили пойти ва-банк, сделать ту самую решающую ставку, чтобы наконец-то закончить этот кошмар, или эти отчаянные, почти покерные ходы, наоборот, только подлили масло в огонь? Вот с этим мы и попробуем разобраться. И началось все, как ни странно, не в окопах, а в море. К 1917 году Германия буквально задыхалась. Британская морская блокада работала как удавка, медленно лишая страну ресурсов. И вот, оказавшись в почти безвыходном положении, немецкое командование решается на отчаянный шаг — на тотальную войну против морских поставок союзников. И это, нужно понимать, была совершенно радикальная эскалация. Неограниченная подводная война. Звучит зловеще, правда? А на деле это означало, что немецкие подлодки получали приказ топить все. Любое судно, которое направлялось в порты союзников. Без предупреждения. Неважно, военное оно или торговое. Это был, конечно, чудовищный риск, но в Берлине считали, что это их единственный и последний шанс на победу. Цель была до ужаса простой и эффективной. Перерезать морские артерии, по которым в Британию текли продовольствие, оружие, ресурсы. По сути, уморить Британию голодом, поставить ее на колени. И сделать это нужно было очень-очень быстро, за несколько месяцев. Почему такая спешка? А потому что на кону было вступление в войну Америки, которая пока еще сохраняла нейтралитет. Так что это была настоящая отчаянная гонка со временем. И поначалу все шло по немецкому плану. Просто с пугающей эффективностью. Потери торговых судов союзников взлетели до каких-то астрономических цифр. Казалось, еще немного, и Британия действительно рухнет. Но ответ нашелся. Причем там, где его не ждали, в старой, почти забытой морской тактике, которую пришлось, по сути, изобретать заново. И вот тут начинается самое, пожалуй, интересное. Логика тут совершенно не очевидна. Вот подумайте. Собрать кучу кораблей вместе — это же просто гигантская мишень, так? Легче попасть. Оказалось, все с точностью да наоборот. Когда корабли шли поодиночке, немецкие субмарины, как волки, могли выслеживать и топить их по всему Атлантическому океану. А вот найти в этом огромном океане целый конвой, который к тому же охраняют военные корабли, это уже совсем другая задача, гораздо сложнее. То есть вместо того, чтобы размазывать тонким слоем свою защиту по всему океану, ее просто сконцентрировали в одной точке. Вся система, по сути, стояла на 3 столпах. Первое — собрать торговые суда в одну большую группу. Второе — приставить к ним охрану-эскорт из военных кораблей. И третье, что было просто жизненно важно — наладить хорошую радиосвязь, чтобы вся эта армада двигалась как единое целое. Результат? Он превзошел все ожидания. Потери, они просто рухнули. Но смотрите, пока на море решалась одна проблема, на суше и в большой политике заваривалась настоящая каша. Вот эта хронология отлично показывает, как в 1917-м все было переплетено. Только-только союзники придумали, как бороться с подлодками, как на фронте и в дипломатии разразились новые катастрофы. И та самая немецкая подводная война, она запустила цепную реакцию, которая привела к тому, чего в Берлине боялись как огня. И все началось с одной единственной телеграммы. Немецкий министр иностранных дел Артур Циммерман придумал, как ему казалось, гениальный ход. Чтобы отвлечь американцев от европейских дел, он отправил в Мексику секретное шифрованное сообщение. А в нем он предлагал Мексике ни много ни мало военный союз против США. Взамен обещал помочь вернуть Техас, Нью-Мексико и Аризону. Вот так. Но, как это бывает в хороших шпионских историях, британская разведка эту телеграмму перехватила и расшифровала. И когда ее содержание опубликовали в американских газетах, это была бомба, просто взрыв общественного возмущения. Если добавить к этому уже потопленные немецкими подлодками американские корабли и тесные экономические связи с Англией и Францией, это стало той самой последней каплей. В апреле 1917-го Соединенные Штаты объявили войну Германии. Немецкая ставка не просто проиграла, она привела за игровой стол нового, самого сильного игрока. Хорошо, с морем и дипломатией разобрались. А что же на земле?
Давайте перенесемся в грязь и холод окопов Западного фронта. Ведь там союзники тоже планировали свои грандиозные решающие наступления. Только вот вместо громких побед 1917 принес им нечто совсем другое — глубочайший кризис. Кризис веры, доверия и боевого духа. И суть проблемы была вот в чем. Представьте, солдатам, измотанным годами войны, снова и снова говорят: еще одно усилие. Вот сейчас будет тот самый решающий прорыв, и все закончится. А потом эти обещания раз за разом разбиваются о немецкие пулеметы и километры колючей проволоки ценой сотен тысяч жизней. В какой-то момент вера, она просто заканчивается. Вера в генералов, вера в приказы, вера в саму победу. И символами этой катастрофы стали два сражения. Весеннее наступление генерала Нивеля обернулось такими чудовищными потерями, что французская армия попросту взбунтовалась. Целые полки отказывались идти в эти бессмысленные атаки. А битва при Пашенделе — это вообще отдельная страшная история. Бойня, которая длилась с лета до поздней осени. Апокалипсис в грязи, где люди тонули в воронках от снарядов. И все это ради нескольких километров изуродованной земли. Хорошо, давайте теперь попробуем сложить все эти кусочки пазла вместе. Так почему же 1917 год, год таких отчаянных ставок и грандиозных планов, в итоге не стал решающим ни для кого? Ответ, как мне кажется, в том, что все эти события на море, на суше, в политике были неразрывно связаны. Посмотрите, какие парадоксы. Союзники находят решение проблемы подлодок на море, но тут же терпят катастрофу на суше. Германия идет на безумный риск, чтобы выиграть войну, но в итоге лишь приближает свое поражение, потому что в игру вступает Америка. Генералы обещают солдатам скорую победу, а получают бунты и мятежи. Каждое действие вызывало совершенно неожиданное противодействие. И вот еще один парадокс. Именно эти чудовищные провалы заставили армии наконец-то меняться, учиться, адаптироваться, искать новые тактики. Так что в итоге 1917 не закончил войну. Наоборот, он стал годом, когда рухнули последние иллюзии о быстрой и легкой победе. Годом, когда цена этой победы взлетела до небес. Он просто подготовил сцену для последнего, еще более страшного акта этой трагедии — для 1918 года. И все это оставляет нас с одним, но очень важным вопросом. Может быть, в такой сложнейшей системе, как мировая война, любая ставка на одно простое, решающее действие изначально обречена на провал?